Лист я разрываю на две части по этой линии, посередине. И растягиваю в противоположные стороны. Если лист еще живой и его сложно снять, нужно сделать разрезы там, где растут из этого листа корни. И тогда вы с легкостью сможете убрать этот лист. Прекрасно все получилось. А теперь нужно все эти корни поместить в воду, дать им хорошо напиться, потом сделать посадку. Корни будут зеленые, темно-зеленые станут, не такие светло-серые. Будут более мягкими и эластичными, и легче их поместить в новый горшок. Горшок, я думаю, я возьму побольше. Вода теплая. 28-32 градуса. Здравствуйте, друзья! Это вторая серия фильма о пересадке орхидеи Бернадетта. Ссылку на первую часть оставлю в правом верхнем углу экрана. Еще одно. Вот он, старый лист, который я вам показывала, которым орхидея на данный момент питается. А выше листа, смотрите, какой шикарный корень растет. Вот этот лист можно удалить. И после этого листа, ведь отпал-то следующий. И как раз вот этот сухой нужно удалять обязательно, потому что он настолько становится сухим и жестким, что не дает возможности вырасти новым корням. Лист я разрываю на две части по этой линии, посередине. И растягиваю в противоположные стороны. Если лист еще живой и его сложно снять, нужно сделать разрезы там, где растут из этого листа корни. И тогда вы с легкостью сможете убрать этот лист. Но и снимать лист тоже нужно в противоположные стороны. Вот сейчас я это все уберу. Сниму со ствола. Снять вот эту часть листа мешает старый цветонос. По возможности его нужно... Это не сухие, они очень жесткие становятся. Ну, как бы не поломать секатор. Потому что за ним растет корень. А корень бы не хотелось отрезать. Видите, я не сделала надрез, я чуть-чуть сжала его секатором и просто выломала. Это место сухое, ничем обрабатывать этот старый цветонос не нужно. Орхидея умеет очень хорошо залечивать свои раны. Но это даже и не рана. А вот все зеленые части листа нужно обязательно с шеи снять. Это точно так же будет или засыхать, или гнить. И давать опять же питание тем же подурам. Вот и старый лист, вернее остатки от этого старого листа, я тоже снимаю с шеи орхидеи.
Здесь может быть сложнее, а может быть проще. Если у вас есть тонкий пинцет, который вы можете захватить, не поранив ствол орхидеи пинцетом, вы их легко снимете. Если же нет, нужно немного смочить вот эту старую часть листа. Может быть, не один раз придется это сделать. Может быть, это в течение часа кисточкой наносить воду на эту часть, а потом она немного размякнет и будет несложно снять. А вот еще один цветонос, тоже такой же старый, тоже я его сейчас отрежу. Вот видите, как прекрасно все получилось. А теперь нужно все эти корни поместить в воду, дать им хорошо напиться, потом сделать посадку. Корни будут зеленые, темно-зеленые станут, не такие светло-серые. Будут более мягкими и эластичными, и легче их поместить в новый горшок. Горшок, я думаю, я возьму побольше. Ну что, пойдем принимать водные процедуры. Сейчас пристрою так, чтобы она не упала. Сама орхидея не упала в воду. О, все. Вот так пусть она и находится в воде. Вода теплая. 28-32 градуса. Корни стали очень зелеными, то есть напились воды. И сейчас мы будем сажать эту орхидею. Если мне не нравится какой-то керамзит, можно в воде так аккуратно убрать эти керамзитинки. Но если они очень сильно приросли к корням, то не стоит убирать ни кору, ни керамзит. Орхидея провела в воде больше часа, но если за час корни так не напитались водой, можно подержать и 2, и 3 часа. Ничего с орхидеей не случится за это время. Нам нужно, чтобы корни очень активно напились воды и стали вот такими эластичными. Вот видите? Все это убирать не буду. Если еще что-то само отвалится, значит отвалится. После водных процедур мне еще не понравился один корень. Я его тоже отрежу. Вот он, сухой от основания и не растущий, такой же старый, желтый. Ну а все остальные корни, вот видите, они стали такие мягкие. Их будет сейчас легко погрузить в горшок. Горшок возьму чуть больше, 3,7 литра. Всегда подбирается горшок по размеру корней. Сейчас все будет легко и просто, и очень быстро. Так, а потом моим любимым приемом орхидею придерживаю по центру горшка. Горшок поворачиваю, корни закручиваются. И орхидея, получается, посажена глубже в горшок. Можно помочь рукой. При этом корни не ломаются. Но если даже какой-то корень хрустнул, сломался, и вы очень сильно волнуетесь и беспокоитесь по этому поводу, после посадки не поливайте орхидею
4-5 дней. Орхидея прекрасно умеет сама залечивать раны, и она за это время затянет все сломы, ранки, и в корне не пройдет никакая патогенная микрофлора. Ну а так как у меня орхидея еще и провела в воде очень долгое время, корни хорошо напились воды, то я буду поливать орхидею только тогда, когда просохнут корни. Кто-то пришел мешать. Ну и сейчас все самое простое. Я насыпаю грунт в горшок. Почему я сажаю теперь в кору вместе с керамзитом, я подробно рассказывала. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. И приступаем к посадке. Туда надо смотреть. Там ничего интересного нет. Я это видела уже 150 раз. Нет, раз 500, наверное. О разных посадках все видео собраны в плейлист. Их очень много. Если вас интересует какая-то посадка, я тоже оставлю ссылку на плейлист в правом верхнем углу экрана. Смотрите, пожалуйста. Посадки бывают у меня разные. И в керамзит, и в чистую кору, и в кору с керамзитом, и в мох. Но обязательно обращайте внимание на дату, когда выпущено видео. За 5 лет их очень много. Всегда стучу по горшку для более равномерного распределения грунта. Посадка получилась очень аккуратная. Я уже рассказала вам, как поливать. Не забыть вставить название орхидеи, садовую бирку с названием орхидеи. Орхидея не капризная. Она хорошо растет, пускает корни и прекрасно цветет. Мне очень нравится светлое цветение Бернадетты, ну хотя и вторая орхидея Бернадетта, но никак не получается у меня показать вам, как они по-разному цветут вместе, но не цветут они в одно время, цветут в разное время. Ну вдруг получится когда-нибудь, обязательно покажу. Но вот эта орхидея мне очень нравится. И аккуратные посадки я очень люблю. Такая посадка должна быть на 3-4 года. Потом опять орхидея вырастает, и ей приходится менять грунт. Ну, вряд ли придется уже менять горшок, потому что все равно корни в горшке, какие-то корни обязательно погибнут. Так растут орхидеи. Буду ждать цветения. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.